Наш увлекательный круиз по японским островам закончился, и, распрощавшись с провинциальной Японией, мы отправились в Токио. На изучение города у нас было всего лишь 2 дня. За время круиза мы немного присытились японскими храмами, парками, эффектными девушками в кимоно, и хотелось уже насладиться японской кухней и понаблюдать за жителями одного из самых удивительных мегаполисов мира. В этом большом выпуске мы хотим показать вам самые известные и многолюдные кварталы Токио. Усаживайтесь поудобнее и перенеситесь вместе с нами в японскую столицу. В нашем ролике вы увидите самый фешенебельный квартал Токио – Гинза. Мы посетим крупнейший музыкальный магазин Yamaha Hall и автосалон последних моделей Nissan Crossing, а также знаменитый театр Кабуки, самый большой рыбный рынок Токио – Цукидзи, неповторимый анимешный квартал Акихабара, дерзкий хипстерский квартал Харадзюку и рай для шопоголиков квартал Сибуя. Кроме того, вы узнаете, как можно попасть на смотровую площадку Роппонги Хиллз, минуя огромную очередь. И где в Токио можно вкусно перекусить, а где насладиться красотой парков, и все это за 2 коротких дня самостоятельного посещения этого интересного города. Один из самых известных кварталов Токио – Гинза, синоним роскоши и престижа. На центральной улице расположены фешенебельные бутики известных брендов, а также рестораны, бары и клубы. Каждый уважающий себя торговый дом должен иметь на Гинзе свою вывеску. Это престиж и как бы принадлежность к элитному клубу. По вечерам здесь невероятная иллюминация. Мне больше понравилась Гинза вечерняя. Интересная подробность. В Японии фиксированные цены, и вы можете сделать покупку в любом районе Токио, не переплачивая. Но именно в Гинзе своя особая упаковка товара, которая показывает, что вещь приобретена именно в этом престижном районе. Если хотите кого-то удивить подарком, приобретайте это именно на Гинзе. Сюда приезжают за покупками самые состоятельные жители Токио. Любопытная деталь. В выходные и праздничные дни на центральной улице Гинза перекрывают движение с 12 дня до 6 вечера, и она становится пешеходной.
Что же за слово такое мудреное гинза? Действительно необычно звучит. 4 века назад здесь находились ювелирные лавки и монетный двор, печатающий серебряные монеты. Вот от его названия и пошло это слово. Прогуливаясь по Гинзе по пути в театр Кабуки, мы видим очередь возле музыкального салона Yamaha или Yamaha Hall. Интересно, зачем стоят? Заходим внутрь, а очередь, как оказалось, стояла за билетами на концерт. Это крупнейший музыкальный салон в Японии. Здесь 14 этажей. На самых верхних этажах 2 концертных зала и музыкальная академия. Рассказываю это специально для людей, неравнодушных к музыке. Будете на Гинзе, не пропустите этот магазин. В отдельных комнатах с высочайшей шумоизоляцией можно поиграть на дорогих роялях и даже сделать запись. Конечно, в салоне есть не только инструменты, но и ноты, диски и струны. 5 минут не могу оторваться от этого механического пианино. Сразу вспомнился фильм «Забытая пьеса для механического пианино». Вот уж не думала, что музыкальная тема застанет меня в Токио. В салоне последние модели акустических и цифровых фортепиано. Качество Ямахи никогда не оставляло меня равнодушной. А вот лично мне больше запомнился инновационный центр Nissan Crossing напротив башни Гинза-Лака. Первые 2 этажа этого здания принадлежат автосалону, а верхние – шоуруму Sony. Правда, мы туда не поднялись, потому что торопились в театр Кабуки. Но Nissan реально впечатлил. Здесь можно увидеть их последние разработки, а в некоторых даже и посидеть. Кстати, витрины обновляются довольно часто, здесь всегда много посетителей. Рекомендуем, не пропустите, если будете гулять по Гинзе. Даже в ней можно посидеть. Ай, вот такой вот. Вот такой вот. Япончик маленький уже рулит. Жанр кабуки зародился в Киото 4 века назад. И вот как это было. Красивая жрица одного синтоистского храма устраивала на улицах представления с танцами и пародии на буддийских монахов. И это были очень популярные представления. Так образовались женские труппы. Многие самураи пытались завоевать сердца этих красавиц и даже устраивали поединки, что не очень-то понравилось правителям. Из женщин в театре сменили мальчики, а затем и вовсе взрослые мужчины. Сегодня женские роли в театре кабуки исполняют мужчины, а женщины, отстраненные от театра, не растерялись и создавали свои труппы и выступали в чайных домах. На одном таком представлении мы побывали в Сакате. Итак, мы попали в театр кабуки на 4-й акт. Представления иногда здесь длятся более 5 часов, а иностранцев обычно пускают в последний час. В зал можно прийти с едой, так же как у нас в кино. В кабуки нас сразу предупредили, что снимать и записывать ничего нельзя, иначе у нас изымают гаджеты. Это японцы, с ними лучше не шутить. Хорошо, сидим, смотрим. Еще бы понять, о чем речь. Выдали планшеты с синхронным переводом на английском языке.
Русского там нет, даже не надейтесь. Но перевод в тексте. Получается, что надо одним глазом смотреть на сцену, где очень интересно, но непонятно, а другим читать текст, где понятно, но неинтересно. У нас был незамысловатый сюжет про странствующего самурая, который умел сочинять хокко. Все было бы хорошо, если бы не одно «но». Причем такое не маленькое «но». Оказывается, в кабуки есть такая странная традиция – выкрикивать из зала ободрение своим кумирам. Один такой крикун сидел рядом со мной и постоянно что-то выкрикивал в зал, причем достаточно агрессивно. Сказать, что это бесило, это ничего не сказать. В общем, я вышла из зала несколько разочарованная и немножко оглохшая. Вот такой экспириенс кабуки. Были в театре кабуки, поэтому немножко припозднились в ресторан. Поэтому очень долго искали. В принципе, через полчаса все кафе закрываются. Очень долго искали, где можно еще поесть. И вот нашли такое небольшое заведение. Не сказать, что это такой помпезный ресторан. Но интересные два блюда принесли. У нас два разных супа. Причем вот это твое, а вот это мое. Мы немножко поменяли. Сейчас попробуем. Сейчас мы это попробуем. И я сейчас возьму свое. Вот что я скажу. Вот эти яички, сваренные в чае, мы такие ели на корабле. И очень вкусно Это называется рамен-суп. Как это называется? Рамен. Рамен-суп. Это со свининой. Интересный такой необычный вкус, как будто бы туда чая немножко добавили. Но остренький. Вот это. Рамен – это лапша с бульоном. Блюдо пришло из Китая. Я бы даже назвала его японским лагманом. Существует огромное количество разновидностей этого блюда. Он может быть с рыбой, со свининой, с грибами, с овощами. И в каждом ресторане готовят свой фирменный рамен. Пожалуй, это первое, что пробуют туристы в Японии. Идем на рыбный рынок. Конечно же, сюда надо приезжать часов в 6 или 7, чтобы увидеть аукционы гигантских тунцов. Но у нас не получилось, и мы попали сюда после обеда. На таких лотках вам предложат сделать суши прямо при вас, да еще и из любой рыбы. Здесь нам услужливо предложили скидку в 50%. Неплохо. Бесконечные лотки с сушеными креветками, кальмарами, рыбой и всякими диковинными гадами, даже какие-то рыбные конфеты. Ничего попробовать нельзя, брали наугад. Я думала, что это исключительно сушеные снеки к пиву, но я ошибалась. Взяли пакет сушеных креветок, гадость еще та. Просто так есть невозможно. Только потом я узнала, что это добавки к рыбным супам, которые мы варить не умеем. До сих пор ума не приложу, что с этим делать.
это такое? Покажи мне, Володь. Not directly. I mean, now direct no. А. На барбекю разогревается, на барбекю и жарится. Ой, и ешь, да, после барбекю. О, ничего себе, и так вот его можно жарить? Ну, не едят. Fire. This put to barbecue. 1 minute, 2 minutes. About 2 minutes from one side. From every side. Ну, в общем, вот такой восьминожка берете здесь, и потом на барбекю 3 минутки. Ну, давай, давай попробуем. Такую восьминожка. Да. Рыбный рынок в Токио – это одна из достопримечательностей. И здесь всегда полно туристов в местных ресторанчиках, где они неторопливо наслаждаются отлично приготовленными морепродуктами. Кухня здесь всегда на высоте. Окей, thank you. Итак, здравствуйте, с вами Вояж Дилетантов, и сейчас мы в Токио, и мы в прекрасном месте, это рыбный рынок, и здесь очень много ресторанчиков, и мы решили вот зайти и побаловать себя свежей рыбой, свежими морепродуктами. Здесь даже пришлось отсидеть очередь минут 10, но это очень популярное место у туристов, обязательно везут всех туристов на рыбный рынок. Значит, мы заказали, я сейчас расскажу, это мисо-суп, это тоже какой-то суп с морепродуктами, рыбка. Обязательно принесли саке, горячий аперитив. Это крабовый салат, посыпанный икоркой. Сашими, это вот сырая рыба, икра. И у тебя что это? Тунец, да? И тунец. Сейчас будем все это пробовать. Вот первый раз хочу попробовать, что за мисо-суп с рыбой. Ну, что-то типа нашей ухи. Ну, ничего так. Она тебе сказала, что надо перейти на другую станцию. На GR, на электричку пригородную, это будет быстрее и дешевле. Ну вот, да, она посоветовала нам ехать не на метро в Акихабару, перейти на электричку, и это будет быстрее. И дешевле. И дешевле, да, и поэтому мы вот сейчас переходим
из метро на электричку. Да, в токийском метро тяжело разобраться, поэтому мы тут не раз всех спрашивали, как пройти именно к нашей платформе на Акихабару. Очень большое метро и станции электричек тоже очень много платформ. Так что лучше, конечно, владеть английским языком, чтобы хотя бы по-английски с японцами общаться. Но многие знают. Выбирайте молодежь. Молодежь обычно знает английский язык. Они его учат. Как правило, пожилые японцы, они учат английский в детстве, в школе, но потом к старости его забывают. Поэтому обращаться к пожилым людям на английском, не имеет смысла абсолютно. Акихабара – это особенный район Токио и другая сторона Японии, раскрепощенная, живая, безумная и таинственная. В мире нет места, подобного кварталу Акихабара. Это родина культуры оттаку, а если проще, то место скопления анимешек. Дословно оттаку переводится как человек чем-то очень увлеченный. Вот таких оттаку мы насмотрелись в Акихабаре в необычных костюмах и со своеобразным поведением. Не всегда можно было снимать, японцы это не приветствуют. Пожалуйста, вот они, анимешки, называются Аллахразер. Да, можно купить такие маечки, вот они такие, вот здесь куколки, пожалуйста, такие анимешки, и причем не дешевенькие. Смотрите, например, такая куколка стоит 3 980 йен. Вот, пожалуйста, куколки 2980, где-то 1500 на наши деньги. А вот у нас мальчики. Тут и там мы натыкались на зазывал в мейд-кафе, которое мы не посещали, но говорят, что это очень веселое шоу с девочками горничными, хотя не дешевое. И вот эти самые горничные все время прятали лица. Когда я попросила у одной из них разрешения сфотографироваться, она назвала какую-то заоблачную сумму за фото, что тут же охладило мой пыл. В Акихабаре много тематических кафе. Нигде нельзя снимать или можно, но только за очень большие деньги. Мы заглянули в кафе ежиков, где была живая сова, ежики, кролики. Но только мы вошли, как мне сразу захотелось оттуда убежать. Запах там стоял, скажу вам, как в питомнике, в котором давно не убирали клетки.
Когда-то это был просто квартал электроники, а сейчас витрины пестрят сумасшедшими куклами, которые можно даже приобрести по частям. Никогда не видела в витринах отдельно руки, ноги, головы кукол. Можно собрать себе красотку на любой вкус и цвет. Ну, кроме того, конечно, видеоигры, костюмы аниме тоже не оставили нас равнодушными. Даже если ты не являешься поклонником аниме, все равно это очень интересно разглядывать. Решили немножко изменить формат нашего путешествия. Мы идем не по туристическим местам, не по храмам, не по высоким башням, а приехали в квартал Харадзуку, чтобы окунуться именно в воскресную жизнь Токио. Если Акихабара – это мекка для анимешек, то Харадзуку – это мекка для самых экстремальных японских модников. Мы на центральной улице Такесита-дори. Это символ Харадзуку и место рождения многих модных японских тенденций. Узкая улица длиной примерно 400 метров со множеством магазинов, бутиков, кафе и невероятно вкусными сладкими блинчиками. Эх, хочу себе вот такое мороженое. Меня как магнитом тянуло к этому павильону. Сначала я подумала, что это мороженое. В каждой новой стране я стараюсь побаловать себя местным мороженым. Но оказалось, что это сладкие блинчики или крепы, как их еще называют. Как и многие другие рецепты, крепы или блины по-нашему были завезены в Японию из Европы. Однако идея, чтобы заполнить их кремом, фруктами и мороженым, а затем свернуть его к конусу, возникла впервые в 1977 году именно здесь, на Харадзуку. Около 100 видов начинки предлагают на таких муляжах, и вы можете выбрать свой вариант, пока стоите в очереди. А здесь очереди всегда. Это место чрезвычайно популярно на Харадзуку. Вот уж никогда не думала, что японцы такие сладкоежки. Я думала, что они едят только суши и рыбу. Сбылась мечта. Нельзя, да? Итак, мы в квартале Харадзуку. Я очень советую его посетить, если вы будете в Токио. Здесь очень интересно, здесь шикарный шопинг, много косметики, одежды. И даже можно купить вот такие шикарные костюмы. Посмотрите, карнавальные, хипстерские.
Во время Второй мировой войны именно здесь селились американские военные. Они принесли западный дух в страну восходящего солнца. Для японской молодежи это было что-то новое и чрезвычайно интересное. Так появилось целое модное явление харадзюку. Из-за невероятной популярности улица становится переполненной в выходные дни, и в это время здесь можно встретить экстравагантные экземпляры. Говорят, что это своеобразный протест японской молодежи против повальной униформы японского общества, будь то одежда или общепринятый стиль поведения. Харадзюку – это единственное место на японской земле, где поощряется такое поведение. И если это социальный протест, то протест очень робкий. Только один раз в неделю старшеклассницы позволяют себе роскошь выпасть за рамки общественных устоев. Родители многих из них даже не догадываются, во что превращается их дочь, которая по воскресеньям в благопристойном виде уходит из дома на встречу с друзьями, имея при себе небольшой чемоданчик. Мы зашли в кафе пообедать в Харадзюку, и у них вот такая система в многих кафе. Сначала ты просто выбираешь картинку, выбираешь, тебе выходит чек, и все это оплачиваешь. И вот такой вот рамен взяли, с чем? С фондю. То есть туда опускаешь сыр, смотрите, как интересно. Это такой суп-лапша, еще и с сыром. Ой-ой-ой, красотища. У меня рамен немножко другой. У меня рамен просто лапша с мидиями, а у Володи... И кушать надо ложками. Так, ну и давай ты вот это вот попробуй, ты хотя бы скажи ложечкой, как это? Вот прямо... Это хлеб. Прямо настоящий фондю. Да. У меня, как всегда, блюдо лучше, чем у тебя. Я сейчас у тебя попробую. Почему я не додумалась взять с фондю? Ну слушай, ну здорово. Лапша с фондю, с хлебом. Ой, обалдеть. Вот такие эпизоды фестиваля Фукура Мацури мы наблюдали в Харадзюку. Эти фестивали проходят в Токио с 1968 года, и сегодня это одно из самых крупных мероприятий в Токио. Сейчас мы с вами наблюдаем многолюдное шествие с Микоси. Микоси – это переносное святилище, паланкин, в котором перемещаются духи и божества. Число участников такого фестиваля иногда превышает 200 тысяч человек, а участником Фукура Мацури может стать любой желающий, который должен для этого всего лишь взять на прокат праздничный костюм. Насладившись Харадзюку, мы дошли до квартала Сибуя на улицу Омотесанда. Сибуя – это квартал токийских модников с вереницей брендовых магазинов, ресторанов и главное место ночной жизни города. Основной фишкой Сибуи является самый проходимый перекресток мира или перекресток семи дорог, как его еще называют, а привлекла нас Токио Плаза своим необычным входом, состоящим из 1000 зеркал. Ну как пройти мимо? Этот универмаг – настоящий клондайк японской молодежной моды. В Японии не подделывают бренды, как в Китае. За подделку здесь жестоко наказывают.
А к обуви у них свое отношение. Если мы стараемся покупать кожаную обувь, то японцы не заморачиваются. Кожаные туфли будут стоить здесь не менее $100, поэтому они спокойно носят имитацию кожи. Как правило, это обувь одного сезона. Володь, а можешь мне сделать вот в эту сторону, что я... Ай. Какие, однако, счастливчики эти туристы на гоу-картах. Если бы мы знали о такой возможности, тоже ведь с удовольствием прокатились. Цены на такую веселую экскурсию по улицам Токио обычно начинаются от $70 с человека. Причем вы можете переодеться в костюм аниме, в любой на ваш выбор. А чё мы так не едем? Но учтите, что у вас просят наличие прав международного образца, причем не всякие подойдут. Строго у них тут. Подробности и ссылку на сайт организаторов этих экскурсий можете посмотреть в описании под видео. Ну а если есть вопросы, пишите в комментариях, мы обязательно ответим. Токио не перестает удивлять. Вышли из отеля и сразу попали в такой шикарный парк. Даже удивительно, я представляла, что я попаду сразу на шумные улицы, где толпы народу, где такие трудолюбивые японцы спешат куда-то. А тут нет, тут такой парк приятный. И даже интересная вещь, там написано, что здесь можно охотиться на уток. Но не знаю, знают ли об этом местные утки. Вот они крякают, тут прям их слышно. Уток много, но здесь можно охотиться. То есть я так поняла, что этот парк был основан еще в 1645 году какой-то старинной японской династией. И как я потом прочитала в путеводителях, что этот парк был уничтожен, и 60 лет назад его полностью восстановили, императорская семья его восстановила за свои деньги и передала его городу. Ну, в общем, оказаться в Японии, в центре Токио, в таком парке, это дорого стоит.
Нам надо было обязательно посмотреть на Токио с высоты птичьего полета. Для этого мы отправились на лучшую смотровую площадку города, которая находится в Ропpongi Hills Mori Tower. Этот небоскреб был построен в 2003 году и является пятым по высоте зданием в Токио. 270 метров над уровнем моря. Да, архитектурный ансамбль Токио не впечатляет своей гармоничностью. Такой своеобразный муравейник, где хаотично выросли грибы-небоскребы. Но здесь скорее виновата новейшая история. В 1923 году в Токио было большое землетрясение, которое оставило город в руинах. Ну и, конечно же, массовые бомбежки во время Второй мировой войны не оставили в городе старинных зданий. Вот поэтому такой хаотичный Токио мы наблюдали с 52-го этажа Ропpongi. Сегодня Токио – самый густонаселенный город на Земле. Вместе с прилегающими префектурами здесь проживает более 35 миллионов человек. Только вдумайтесь в эту цифру. Единственное яркое пятно на этом пейзаже – токийская телевизионная башня, которая чем-то напоминает мне Эйфелеву. Она уже уступила свое место новой телевизионной башне, но радует глаз. Откровенно говоря, мы засиделись в этом баре и уходить совсем не хотелось. Все-таки магия Токио существует. И было бесконечно грустно осознавать, что завтра придется покинуть эту сказку. Мы зашли в такой замечательный японский ресторан, где можно самим приготовить мясо. И сейчас вот на этой вот замечательной духовке мы будем готовить мраморную говядину, да? Разные виды говядины, включая язык. Разные виды говядины, включая язык. Боже, как я соскучилась по говядине, когда я живу в Дели. Мне так этого не хватает. Хочу немножко рассказать о своих впечатлениях от Токио. У нас здесь всего 1,5 дня после круиза, это катастрофически мало, и мы решили не тратить это время на всякие туристические места, типа буддийские храмы, дворец императора и тому подобное. И мы решили посетить такие знаменитые районы в Токио. Это, значит, мы первым делом отправились в Акихабару. Вчера мы посетили рыбный рынок. Гинза. Вчера вечером мы гуляли по Гинзе. Вчера вечером мы ходили в театр Кабуки. Это еще тот экспириенс, я расскажу об этом отдельно. К сожалению, там нельзя было снимать, но я вам расскажу, как это было. Еще один очень интересный район – Харадзюку. Это район, где собирается молодежь по воскресеньям. Это молодежная культура Токио, это хипстеры, панки. Там очень много магазинов, там можно пошопиться, там можно посидеть в отличных кафе. В общем, это красиво, и там вот можно наглядно посмотреть на японцев. Мы прогулялись по району Сибуя. Тоже очень красивый район, красивые здания, фешенебельные торговые центры, магазины. Тоже заскочили. Но я вам вот скажу немножко для шопоголиков. В Японии все по сезонам. То есть, вот если мне нужна сейчас летняя одежда, так как я живу в Дели, ничего не получится. Вы заходите в магазины, здесь вывешена уже только осенняя и зимняя коллекция. Никакой летней коллекции вы не найдете. Поэтому, шопинга у меня не получилось. Мы отправились в шикарный район Ропpongi, где живут в основном экспаты, иностранцы. Поднялись на смотровую площадку, посмотрели на ночной Токио, посмотрели на сумеречный Токио. Очень красиво, всем советую. Но учтите, там очень большая очередь по винтовой лестнице, поэтому мы немножко схитрили. Ищите в наших комментариях, как попасть быстро, без очереди на смотровую площадку. С 52-го этажа открывается шикарнейший вид на Токио. То есть, так, и потом мы дальше продолжили гулять по... Так, и вот
Итак, господа, вот это сырое мясо. Как ты думаешь, это один вид, это говядина или... Это все говядина. А где ты тут увидел языки? Can you bring tongue? In addition, one tongue. And can you show how to eat? How to? I don't know, The да. procedure. Да. Сейчас нам покажут, как это делать, да. Аж слюнки текут. Давно мы не ели говядину. Аригато. Аригато, сынки. Давай бери самый прожаренный кусочек. Это какой сейчас у тебя соус? Лимонный? Нет. Соевый. Соевый, ну. Ну как в лимонном соусе? Нежнейшая. Да? Рекомендую, пока не сгорело, перестать Да. снимать и начать кушать. Окей. Ну. Вот так вот. Это видео Да. очень вкусно. Ну, очень вкусно. Маленький, но весьма уютный ресторан. Очень уютно. Если бы у нас был такой ресторан где рядом, я бы туда Володю каждую неделю заставляла ходить. Вот правда. Нету. Так, может, откроем? Это говядина. Ты о чем? Мы в Дейле. Это Извини. говядина в Дейле, а это говядина. Да. Вижу, вижу. Эй! Эй! Это те же самые.